Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Я взяла раскраску Керби Розаноса Фантоморфоза. Давно она у меня стояла на полке, потому что когда она у меня появилась, по-моему, то ли весной, то ли летом, скорее всего, весной 2020 года, я в ней красила постоянно, каждый месяц хотя бы по одной иллюстрации, но вот где-то уже год мы с Оксаной как-то геоморфозы заканчивали, плюс хрупкий мир появился, и остальные я поставила на полку, потому что еще хотелось и что-то другое раскрашивать. Ну, в общем, геоморфозы закончены, хрупкий мир, тоже постепенно красим. И тут я поняла, что, в принципе, я соскучилась по раскраскам от Керби, перебрала их все, полистала, и по итогам вот решила взять фантоморфозы. Ну и, наверное, не знаю, начну, скорее всего, или с этой иллюстрации. Ну вот, может быть, стоит и вот эту раскрасить, но вот сейчас я точно ее пока не хочу раскрашивать. В теории потом в будущем и это доделаю. Так, не знаю, в общем, думаю, что бы мне сейчас такое раскрасить. Может быть, павлинчика или вот этих. Но, скорее всего, уже в начале много чего пораскрашено, поэтому, наверное, пусть будет по порядку. Сейчас возьму какие-нибудь карандаши. Обычно я в Керби раскрашиваю манделузами с размытием. Тут я не совсем уверена, потому что у меня и гелевые ручки присутствуют, хотя, с другой стороны, не коснется этого, поэтому сейчас решу. Я в итоге решила второй раз уже применить такой вариант, когда взяла сухую пастель, эту мунго серую и голубую. Здесь растушевала серую, здесь голубую растушевала, а теперь буду дорабатывать карандашами, а может быть даже где-то и немножко размою водой по необходимости. Я сначала взяла черный карандаш, который мне очень нравится, Kohinoor. Вот этот Gioconda Silky Black номер 1, он мне очень нравится. А потом я вспомнила, что вот я покупала вот такой вот Derwent номер 11. Он прекрасно дружит с сухой пастелью. И вот здесь вот я уже начала им дорабатывать, потому что он именно такой вот голубой, но, знаете, я бы сказала, синий-серый даже, вот какой-то, как раз-таки хорошо объединяет два выбранных мной цвета. Вот. И плюс, повод его применить, попользоваться. Хотя все равно где-то мне потребуется, наверное, вот этот. Может быть, я даже возьму Berlinga Metallic. Вполне вероятно потребуется. То есть я не в смысле, что я просто все замазала сухой пастелью и на этом иллюстрация будет закончена. Нет, конечно же, просто я подумала, что здесь настолько все наверчено, что проще все же сделать какую-то подложку и потом уже что-то дорабатывать. Мне как-то эта идея понравилась больше. Хотя, конечно же, сухую пастель в идеале нужно закрепить. Закрепить ее можно прекрасно водой, но я не буду этого делать, честно говоря. Я обычно только с трафаретами варианты с закреплением использую. А так я лучше проложу потом пергаментом, например, и никаких проблем не будет. А когда-нибудь, когда раскраска будет закончена, то там уже вообще не будет никаких проблем, можно будет все эти листочки повытащить, потому что обычно сухая пастель, она, и что-то другое отпечатывается не в процессе того, как стоит на полке, а в процессе раскрашивания. То есть, вот, например, если бы я здесь раскрашивала, то сюда бы все, конечно, отпечаталось. Надо сейчас протереть стол, потому что я вообще сижу в белой кофточке, у меня уже все руки в сухой пастели. Здесь я немножко протерла, но не до конца, как видите, и надо все получше это сделать.
Вот. В помощь мне растушевка, салфетка. В общем, как-то так. Сегодня уже 12 марта, то есть следующий день. Вчера я ездила в Бук24 и забирала свой заказ. Вот такую вот раскраску «Волшебные истории. Магический дом» Ханна Карлсон. Ну, как бы раскрасок у меня, как, в общем-то, и у многих блогеров много, поэтому, наверное, несмотря на то, что я очень люблю этого иллюстратора, вряд ли я бы сейчас стала бы просто ее покупать. Не, ну, как бы ее можно купить, но я не видела смысла. Вот. Но поскольку Бук24 дали мне в честь дня рождения 300 бонусов, они равняются 300 рублям, и у меня еще там было, в общем, всего у меня было 309 бонусов. И, соответственно, я подумала, ну, тут-то грех не воспользоваться, потому что ими можно оплатить до 99% заказа. Короче говоря, раскраска стоила 300, в общем, 300 с чем-то рублей. Мне она обошлась всего лишь в 66 рублей. Ну, согласитесь, новенькая раскрасочка, по крайней мере, для России, да, как бы в твердой обложке, такая вот soft-touch, классная. Ну, это здорово. Единственное, что, как мы знаем, на ней остаются все эти отпечатки пальцев, но легко стираются. Я, правда, когда купила вот, собственно, раскраску из этой же серии «Заколдованный лес», то есть если маскарад я обернула в пленку, эту я так еще и не сподобилась обернуть, но надо вот ее протереть, и можно сделать обложку. Короче говоря, теперь у меня есть тоже эта раскрасочка. Мы ее обязательно полистаем, пусть обзоры есть везде, но и на моем канале они, конечно же, тоже будут. Вот, поэтому хорошая раскраска, я довольна. Я, правда, выбирала между, ну, как бы Керби, он же еще идет под заказ. В том году я как-то сразу оформила предзаказ, там все такое. Ну, а в этом году подумала, что, ну, как бы нет никакого смысла. Потом при случае куплю, но тоже не факт. Мне еще одну хотелось раскраску, в принципе, я думала эту или ту. Но эту оказалось купить выгоднее. Вот. Ну и по традиции, безусловно, ее надо начать. Ну, я как-то попала, да, тоже под вот это вот веяние, что сначала по порядку идти. Ну, сейчас я так думаю, да не, мне здесь большая часть иллюстраций нравится, но я точно не буду ее начинать, скорее всего, сначала. У меня еще была идея начать ее с конца, но... Ну вот если бы вот эти две последние были иллюстрации, да, такой разворот, я бы, наверное, начала бы с него. С этой мне не хочется, хотя она и простенькая, и даже нравится. Я так между двумя, думаю, иллюстрациями сейчас покажу. Или будет вот эта вот иллюстрация, или же будет... вот это. Ну, наверное, скорее всего, раскрашу вот эту страничку. Надо сразу взять закладку, пусть она здесь будет, потому что все, раскраска появилась, значит, я ее буду красить. Так, ладно, посмотрим. Возьму пока вот эту, у меня магнитных-то полно, но... в общем, не буду сейчас уже тратить время, сразу сделаю вот эту закладку. Сейчас я сниму обзор и потом уже начну раскрашивать, пораскрашиваю на камеру. Ну, здесь будут задействованы в том числе и, конечно же, мэджики, куда без них. Там коричневый, серый. Сняла обзор, уже загрузила и приступаю к раскрашиванию вот этой иллюстрации. Еще раз напомню, что у нас шумно, но я ничего не могу, к сожалению, с этим поделать.
С другой стороны, знаете, хорошо, что это шум вот от, от того, что у нас что-то новенькое делают, что-то ремонтируют. Вот, так что извините. Так, ладно. Пожалуй, приступлю. Кстати, в том месяце я какой-то из этих полихромусов достала, а второй не могла найти. Ну, как я и говорила, в той же самой коробке лежит, просто не вижу среди других карандашей. Так. И в очередной раз забыла, что светлее, но да, этот светлее. Я даже рада, что сегодня суббота, но они все-таки продолжают делать лифт. То есть только в воскресенье и в праздники перерыв вроде как. Но это хорошо, потому что и так срок до 30 апреля это довольно долго. Не могу сказать, что я от этого как бы никакого уж сильно дискомфорта не испытываю, но в любом случае пожилые люди в доме живут. Им посложнее. Ну, у меня, правда, и ушастый уже не молодой песик. Хотя, конечно, по нему обычно не скажешь, что он не молодой. Многие на него смотрят и думают, что он еще молоденький. Ну, в смысле, он большой такой, это самое. Но вот у него такое поведение, знаете, не стариковское. Но вот по лестнице ему, конечно, уже, как это сказать, тяжело задыхается немного. Ну, это, правда, еще от того, что в целом он как бы, ему иногда хочется, знаете, поиграться, но у него это всегда в ночи, а в ночи, ну, не поиграешь же. Все-таки, ну что ж, у соседей на головах прыгать. Люди, допустим, уже спать легли. Что ж мы будем по квартире носиться? Этажом ниже-то людям будет не очень. А днем он такой ленивый, спит себе. Ну, где-нибудь часиков 5 начинает проявлять активность вечера. Ну, карандаши вот здесь хорошо ложатся. Вполне. Ну, я потом еще блендером пройдусь и так далее. Но знаете, что я заметила? Ну, вообще, я люблю тишину. Вот, то есть у меня в доме, ну вот кто со мной из девчонок в WhatsApp общается, знает, что у меня, если там вот со мной разговариваешь, да, у меня там, ну обычно у кого-то там и телевизор, или музыка какая-то еще, у меня всегда тихо. То есть, ну, я люблю спокойствие, люблю тишину, все дела. Но я вот что заметила, когда обычно, вот когда они там ничего не делают, ну, не делали, я не замечала всего этого. А сейчас, когда вот они там что-то делают, идет какая-то движуха такая, вот, потом к вечеру они вдруг затихают, и ты понимаешь, что вот, и вот тут вот я словила, что вдруг меня тишина напрягла. Ну, видимо, на контрасте. Даже как-то вот, ну, не по себе стало. А потом еще заглянешь в инсту все. Вот ее закрывают, срочно перебегаем на это самое. Думаешь, господи. Не, ну, я все равно с VPN там сидеть буду. Просто немножко это как-то в любом случае выбивает. Так. Ну что, получается миленько. Сейчас блендером пройдемся и хорошо. Так. Вчера я, конечно, очень хорошо гуляла. Я прямо от Чистых прудов до ЦСКА дошла. Ну,
к слову, это не так далеко. Кажется, что вроде это, а на деле-то не так это и далеко. Вот. Интересно, конечно, какой будет лифт у нас внутри. Ну, просто помню, первый такой был коричневый. Ну, такой советский стандартный лифт. Потом уже такой ну, металлик, серый такой. Зеркало потом повесили там. Вот интересно, какой будет этот. Прошло же уже столько лет. Что-то меняется. Любопытно. Вот. Ну, посмотрим. Ну, тут, наверное, сначала, да, пройдусь этим, а потом уже затемню другими этими самыми карандашами, уже обычными, коричневыми. Ну, здесь тоже вот так вот, наверное, лучше, но это сложноватенько. Так. Вот вчера солнышко было весь день, и вообще ощущения были абсолютно другие. Это несмотря на то, что я не сильная прям уж таки фанатка солнца, но, знаете, вчера как-то было более жизнерадостно, более что-то. А сегодня аж прям с утра как-то встала, не знаю, как-то грустно. Ну, наверное, еще и погода, перемены вот эти резкие. Не знаю. Вчера на Новослободской у МАК Авто, ой, сколько ж там, или МАК Экспресс, как там это называется, да, наверное, ну, в общем, метро, которое. Ой, народу-то сколько было. Одна женщина из какого-то метро, я не помню где, выходит такая, на Чистых прудах, кстати, выходит с кем-то, говорит по телефону, и такая, вот, типа, все плохо, мы последний раз Макдональдс заказали. Я думаю, господи, ой. Ну, не, на самом деле, я, знаете, как бы, я не из тех людей, кто как бы считает, что вот, ну, это прям так плохо-плохо. Нет, я считаю, что как бы даже вот, ну, я стараюсь правильно питаться, но я ничего не вижу плохого в фастфуде. Ну, если это не на каждый день, не на постоянку. Фастфуд это неплохо, потому что это возможность человеку, ну вот иногда, если, да, ты там ничего с собой не взял, там целый день в бегах, как говорится, и реально нужно перекусить, я лично ничего плохого в этом не вижу. Равно как если это просто в удовольствие иной раз себя побаловать, я не считаю, что это плохо. Плохо это, ну опять как плохо, лично, прошу прощения, лично для меня, если там, конечно, это на повседневку, на постоянку входит в привычку. Ушастик, нельзя. Я сказала нельзя. Извините. Так, только начинаю снимать. Ну ты что, хочешь, чтобы я на камеру на тебя ругалась? Ну понятно, чтобы девочки сказали, что я такая злая. Очень злая. А ты девочкам вот ушастой расскажи, что ты натворил. Так, не знаю, почему-то я взяла вот этот карандаш. А что это такое? Это луч, кстати. Луч классик цвета. Давайте попробуем. Почему-то вот рука потянулась. Ну вот, поэтому я, как сказать, не испытываю какого-то злорадства, что там они временно, не временно ушли. Но и трагедии в этом, честно говоря, никакой не вижу. Ну, либо откроются, либо найдется какая-нибудь замена. А вообще, я думаю, большинство хозяюшек и дома смогут и булочки напечь,
и котлетки сделать, и огурчики туда положить. Вообще как бы не проблема. Это не страшно. Ну и к тому же маленьким, знаете, всяким кофейням будет хоть какая-то фора, какой-то старт. Я, например, у меня всегда что-то есть в морозилке домашнее, там и пирожки разные, я пеку часто мне, потому что это нравится, вот. Но, естественно, я это не поглощаю в большом количестве, то есть если я, например, испекла шарлотку, ну, я как бы, ну, съем один кусочек, остальное замораживаю, там либо ко мне приходят, я угощаю, иногда просто хочется слопать вкусняшку. Бывает, с собой беру куда-то. В общем, в целом не проблема. Я бы даже сказала, когда весь этот фастфуд, единственное, что бывает, расхолаживает, когда ты думаешь, ну ладно, что я там спешишь, думаешь, ну что я сейчас буду в морозилку лезть, доставать, там что-то упаковывать. Ну, зайду, типа, куплю, что там. У нас еще, я не знаю, как в других городах, но в Москве с общественными туалетами проблемка, поэтому думаешь, ну а я как бы потенциально я не люблю вот как бы, ну одно дело, если там в парке или в торговом центре, знаете, бесплатные туалеты, это одно, а когда куда-то заходишь, ну мне как-то не очень удобно этим всем бесплатно пользоваться, поэтому в какие-то моменты думаешь, ну я лучше зайду, чем я просто где-то заплачу за этот там, пардон, туалет, грубо говоря, 50 рублей, я уж лучше тогда там, зайду в KFC, куплю себе там твистер за 55. Так это мотивирует все-таки брать с собой вкусняшки. Тоже неплохо. Вот интересно, каким цветом сделать. Ну, здесь, наверное, надо взять что-то по типу охры. И тут, я думаю, вот... Ой, где тут название-то? Вот она, охра, yellow охра. И вопрос, по-моему, второй карандашик у меня закончился. Нет. Вот сначала этот, а потом этот. Но у меня еще в запасе их полно, к слову. Ну, просто пока есть этими пользуешься. Вот. Что-то удлинитель я как-то для карандашей, вот, если вот он рядышком есть, им, конечно, можно попробовать попользоваться. Но вот он у меня не самый удачный. Не буду его искать. И без него неплохо. Вот. Ладно, я сейчас пораскрашиваю, сделаю включение. Раскрашивание идет полным ходом. Ну, на фон, то есть, ну, вот здесь я нанесла сухую пастель. Что будет тут, я не знаю. Будет ли это тоже сухая пастель или же акварель. Вот пока еще для себя не решила. Тут я начала дорабатывать карандашом. Для этого я взяла Лира, извините, Night Green. Ну, посмотрим. Карандаши еще будут. Как-то так. Тут еще использовала Берлинга двухцветные. Потом вот у меня здесь лежит Берлинга Металлик. Это я вот здесь. И вот тут использовала. В общем, раскрашиваю с удовольствием. Мне нравится. Расслабляет, отвлекает. В общем, отлично. Ладно, это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм. 3 семерки, рыжая, 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, мира, добра. Будьте человечнее. До скорой встречи. Пока-пока.